Всем большой-большой привет! На нашем новом столе я сегодня решила приготовить булочки с корицей. Итак, что нам потребуется? Нам потребуются дрожжи, которые я предварительно, 2 чайные ложки дрожжей залила водой, добавила сахар, и вот они дали такую шапочку, настоялись. Стакан молока, яйцо, растительное масло, мука, соль, ванильный сахар. Итак, для начала сделаем тесто. В тесто мы выливаем все сначала жидкие ингредиенты. Дрожжи. Теперь молоко. Стакан. Перемешиваем. Одно яйцо. Так. 1 столовую ложку сахара. Вот так чуть-чуть. Пол чайной ложечки соли. Вот так. Так, перемешиваем это все. Растительное масло 2 столовые ложечки. Ну, вот у меня маленькое, так что. Так вот. Дальше. Перемешиваем все. И начинаем добавлять муку. 1 стакан пошел. В связи со сложившейся ситуацией, сейчас многие люди вынуждены сидеть дома. Конечно, надо семью чем-то кормить. Дети дома. Хочется чего-нибудь вкусненького, сытненького, и главное, чтобы не так часто готовить. И вот мы решили булочками заняться. И время занять, и, так сказать, семью накормить. Итак, 2 стакан. Перемешиваем тоже. Вот уже погуще становится наше тесто, но очень густым оно быть не должно. Четвертый сейчас будет. Уже вот оно такое гуще. 4-й, наверное, уже мы не сможем размешивать венчиком. Удобная вот эта штука, конечно. Так, это у нас что, 4? 4 уже тесто такое. Более похожее на тесто. Ну и 5-й пойдет. Так. Бабах. И сейчас вот мы добавим сюда ванильный сахар. Я думаю, вот так вот хватит, чтобы немножечко был аромат, но не сильно. Все-таки основной у нас, как сказать, наполнитель будет корица. Я думаю, что на этом мы пока остановимся. 5 стаканов у нас, вышло на 2 стакана жидкости. Ну, плюс яйцо, плюс масло растительное. Очень упругим, густым там и каким-то таким тесто быть не должно. Он должен быть мягким. И так оставляем, чтобы оно подходило. Ну, наверное, часа 2-3. Вот так вот нам примерно потребуется. Накроем сейчас его полотенцем и, если есть возможность, поставить в какое-то теплое место. И ждем. Вот, я смочила немного полотенца, так рекомендую делать. Накрыла и жду. Итак, прошло примерно 2 часа. Тесто у нас подошло, сейчас я его покажу. А пока что я приготовлю начинку для булочек. Чайная ложка, 2 столовых ложки сахара, можно даже побольше, потому что будет повкуснее. Вот так вот. Теперь это пытаемся все так размять. У меня масло в морозилке, поэтому лучше, конечно, размягченное будет удобнее. Ну вот сейчас оно разойдется. Перемешать. И сюда же добавляем 1 желток. То есть отделяем белок от желтка, яйцо, и желток сюда добавляем. Вот. И сюда же в нашу чашечку добавляем желток, белок используем для чего-то другого. И теперь всю эту смесь перемешиваем до однородной массы. И отставляем в сторону. 2 раза мы его подбили. Вот такое оно получилось мягонькое, большое, полное. Вот чашечка. Берем кусочек от него. Так. И сейчас мы должны его раскатать. Немножечко муки, чтобы не прилипал. Скатываем. Вот примерно нужная нам толщина получается. И дальше мы нашим вот этим раствором смазываем наше тесто.
Так, теперь сворачиваем. Берем один край, кладем в середину, другой край кладем тоже в середину. И как бы вот их напополам. Вот так вот немножко придавливаем. Удобнее сейчас дальше будет уже на доске. Разрезаем вот на такие кусочки. Дальше берем каждый кусочек, вот так немножечко растягиваем, скручиваем его и слепливаем. Получается такой вот завиток. Укладываем на противень и выпекаем наши завитки. Ну вот, прошло примерно 20 минут. Скорость испекания зависит от духовки. Вот наша сейчас долго печет. Поэтому где-то 180 градусов до готовности. Проверяйте. Получились булочки очень мягкие. Вот какую. Ну давайте вот эту вот разломим. Вот посмотрите, какое тесто. Воздушные, мягкие, сладенькие, очень вкусные. Я уже съела несколько штук. Приятного аппетита!